Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 14 декабря, выпуск промежуточный, и мы с вами встречаемся в новом формате. Сразу хочу предложить нашим уважаемым зрителям и слушателям оставить в комментариях к этому видео свои вопросы, на которые я отвечу в будущую пятницу. 16 декабря в пятницу я постараюсь ответить на самые популярные вопросы. Поэтому оставляйте, ставьте лайк, поддерживайте наши видео и, конечно, ставьте лайк к тем вопросам, которые вы считаете актуальными. Не только свои вопросы, но и те вопросы, которые задали другие люди. Если вы считаете, что этот вопрос актуален и набирает довольно бодро лайки, то тоже поддержите лайком, и я отвечу на самые популярные вопросы. Так, теперь перейдем к событиям. Сегодня все думают, гадают, полдня прошло в информационном пространстве, такие в основном высказываются предположения разными информационными агентствами, почему президент России Владимир Путин решил отказаться от проведения большой пресс-конференции или прямой линии с президентом, и задумывается, будет ли послание президента Федеральному собранию. Эта тема муссируется уже второй день. Я напомню, что Песков сказал, что не будет большой пресс-конференции, равно как и прямой линии. Насчет послания Федеральному собранию особо информации Песков не дает. Ну, Песков и сам ничего не знает, что от него можно ждать. На сегодняшний день дата не назначена. Мы уже с вами обсуждали, почему дата не назначается, не будем это по 100 раз муссировать. Но вот давайте опять обратимся к тому, почему же все-таки не решил президент отменить и пресс-конференцию, и, возможную, вернее, пресс-конференцию, и либо возможную прямую линию. Также хочу вам обратить ваше внимание, что сегодня сообщили о том, что президент не будет принимать участие в игре в хоккей возле Кремля. Конечно, не будет. Он уже давно в хоккей не играет его двойник. Сейчас решили не выпускать даже двойника, чтобы не позориться. И решили, что ограничится президент какими-то такими совсем формальными мероприятиями. Сегодня Путин появился в режиме видеосвязи во время совещания с членами правительства. Около 50 минут просидел на специальной подушечке в принужденной позе, можете обратить внимание, склонившись вперед, так, чтобы сильно не опираться на пятую точку. И еще раз повторяю, на специальной подушечке, которую ему порекомендовали врачи, он все же высидел 55, по-моему, минут. Держится президент. По крайней мере, высидеть 50 минут, это в его положении уже практически подвиг. Скверное состояние здоровья у президента, и, конечно, прежде всего, состояние здоровья не дает возможности ему проводить такие форматные встречи, большие пресс-конференции, там, где надо находиться, во-первых, на публике около 4 часов, возможно, даже больше, и конечно, не рекомендуют в сидячем положении Путину находиться долго. И в сидячем, и в стоячем, если 50 минут там простоять, теоретически Путин в состоянии, да, то долго сидеть в связи с тем, что у него была совсем недавно операция и могут быть последствия. Врачи настоятельно не рекомендуют. Путин все-таки заботится о своем здоровье. Плюс надо понимать, что те вооружения, которые есть у Украины, которые Украина продемонстрировала ударом по военным аэродромам, то есть те вооружения, которые в состоянии преодолеть расстояние более 1000 километров, да, мы понимаем, что как только президент России назначает дату и время, и место, самое главное, своего появления, будь то пресс-конференция, будь то послание Федеральному собранию, он моментально становится мишенью.
э, довольно легкой мишенью, надо сказать. И в этом случае, конечно, Путин, конечно, опасается прежде всего за свою жизнь. Я понимаю, что вероятность удара действительно с украинской стороны по президенту в окружении большого количества народа, которые не являются военными, и, по сути, спорный вопрос, будет ли являться это военной целью. Такой, опять-таки, вопрос больше относится к области прикладной философии, давайте так скажем. Но президент все равно боится. Все равно боится. Он отчаянный трус. И, конечно, опасается за свою жизнь. Так. Основной сегодняшний бардак в информационном пространстве обсудили. Теперь давайте теперь перейдем к другим вопросам. Давайте немножко обсудим Республику Беларусь, потому что там прошла внезапная проверка боеготовности армии, да, как это назвали в Республике Беларусь. Лукашенко там решил что-то проверить. Многие задаются вопросом, что это было. Ну, ничего особенного этого не произошло. Стянули войска, растянули, вернее, продемонстрировали какое-то дурное движение. Это должно было, по мнению белорусского руководства, которое действовало по просьбе российского руководства, должно было напрячь украинскую армию, должны были оттянуть резервы с других территорий к Республике Беларусь, к границе Республики Беларусь. Ну, как я понимаю, в Украине уже все давно поняли в военном руководстве, и там лишний раз напрягаться не собираются. Ну и правильно делают, потому что на сегодняшний день вероятность удара со стороны Республики Беларусь совсем невелика, а если удар и произойдет, то отразить этот удар не будет стоить больших усилий. На сегодняшний день, по крайней мере, дела обстоят именно так. Назначил нового министра иностранных дел Лукашенко. Путину новый министр категорически не понравился. Это фактически является дублем Маккея. Посмотрим, насколько долго проживет, да, новый министр. Мы знаем, что Маккея убрали. Маккея убрали довольно демонстративно. И новым министром крайне недоволен Путин. Он об этом, то есть эту информацию передали Лукашенко. И Лукашенко, надо сказать, что как передают люди, которые видели физиономию Лукашенко в этот момент, говорят, что довольно серьезно напрягся. Самому Лукашенко бояться особо нечего. Он на короткой ноге с Путиным, он на постоянной связи, и на сегодняшний день Лукашенко все же, еще раз подчеркиваю, до Нового года как минимум бояться особо нечего, да и сразу после Нового года. Если Путин решится все-таки на аннексию Республики Беларусь, на резкое присоединение, я думаю, что в этом случае Лукашенко все же окажется более податливым. Он, если почувствует серьезную угрозу своей жизни, он пойдет на любые компромиссы с Путиным. Но пока Путин не делает решительных заявлений даже в своем окружении, и в этом смысле бояться особо нечего. А вот то, что Лукашенко с новым министром иностранных дел уже провел, я имею в виду новым министром иностранных дел Республики Беларусь, уже провел совещание, в котором, как докладывают Путину, наделил его фактически всеми напутствиями, которые он давал Макею, то есть все приказы, все напутствия были аналогичны. Развивать и поддерживать связь с Западом, обещать то, что было обещано через Макея, то есть то, что есть вероятность отпустить всех политзаключенных, фактически обменять, да, заключенных политических на отмену частично санкций. Извиняюсь, и так далее и тому подобное. Все это на слуху, все это было проговорено. И на сегодняшний день ситуация в Республике Беларусь обстоит именно таким образом. Так,
Я вижу, что мы с вами уже 10 минут в эфире. Э, Еще раз хочу вам напомнить, это довольно важно. В описании, вернее, не в описании, извиняюсь, в комментариях к этому ролику оставляйте свои вопросы. Пишите в начале предложения слово «вопрос», либо ставьте сразу знак «вопрос» и дальше задавайте свой вопрос. Я очень благодарен вашим добрым словам, вашим словам благодарности в наш адрес. И я всегда читаю с большим удовольствием и всегда вам благодарен. Тоже, конечно, оставляйте слова благодарности, но прежде всего давайте сегодня под этим роликом оставим прежде всего вопросы, и вы тоже внимательно читайте вопросы, которые задали другие, ставьте лайк и видео, и вопросам, которые задают другие люди, которые кажутся вам актуальными, на которые вы хотели бы также услышать ответ. Я хочу напомнить, что у нас есть Patreon, в котором я отвечаю на вопросы. Вот, наверное, или сегодня, или завтра выйдет мои ответы на вопросы, они уже записаны. И наши подписчики Patreon получат ту информацию, те ответы на поставленные вопросы. Там практически на 100% вопросов я отвечаю. Все, большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим. Это главное, это искренне. И важно понимать, что мы работаем исключительно для вас. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.